Всем привет! Сегодня мы отрендерим оружие под названием Sai. Вы могли увидеть, как им пользуется Рафаэль. Для начала нам нужна картинка самого Sai. Ссылка на картинку я оставлю в описании. Переходим на нашу сцену и удаляем все лишние объекты. Затем нажимаем цифру 1 на нампаде и переходим на фронтальный вид. Перетаскиваем нашу картинку в Blender и выравниваем ее по центру. Создаем сочетанием клавиш цилиндр, Shift плюс A, Mesh, цилиндр. Теперь нам нужно повернуть наш цилиндр по оси Y на 90 градусов. Нажимаем клавиши R, Y, 90. С помощью клавиш S и G мы подгоняем по размеру наш цилиндр. Теперь нам требуется сделать из этого цилиндра наше лезвие. Переходим в меню редактирования клавишей Tab и нажимаем H-Select. Все действия происходят во фронтальном виде. Затем выделяем в моем случае правый край цилиндра, зажатой клавишей Alt. И тянем почти до конца нашего лезвия. Затем нажимаем клавишу E, чтобы вытянуть наш край до конца. Нажимаем S и сужаем в нужном месте наш кончик. Теперь выделяем край зажатой клавишей Alt и нажимаем Ctrl-B. И тянем, чтобы сузить кончик нашего лезвия. При этом регулируем колесиком мышки плавность самого перехода. Выделяем этот край через Alt и также регулируем наше острие. Выделяем теперь этот край с зажатой клавишей Alt и вытягиваем его по размеру нашего лезвия. Нажимаем E, потом S, опять E, опять S. И вытягиваем так примерно до конца лезвия. С лезвием закончили, переходим к самой защите. Выходим из меню редактирования, создаем еще один цилиндр. S уменьшаем его и подставляем с помощью клавиши G. Теперь поворачиваем наш объект. E вытягиваем, G подгоняем и поворачиваем. И так половину всей площади защиты. Теперь нам нужно закруглить наш кончик защиты. Нажимаем Tab, выбираем Face Select, выбираем кончик защиты, Ctrl-B и закругляем наши края. Вот мы и сделали первую половину защиты. Выделяем защиту и нажимаем Shift-D и левой кнопкой мыши. Нажимаем RX 180. И клавишей G перетаскиваем на свое место. Примерно вот так. Далее создаем еще один цилиндр. Нам нужно его повернуть, RY90, и подобрать размер. Подгоняем под рукоятку клавиши G, увеличиваем. В режиме редактирования выделяем край цилиндра и вытягиваем наш объект. Создаем еще один цилиндр и делаем его слегка побольше. И также выравниваем по картинке. В режиме редактирования мы выделяем край нашего объекта, Ctrl-B, и закругляем грани. Также и с другой стороны.
Пододвигаем наши детали так, чтобы они немного влезали в друг друга. Примерно вот так. Скрываем нашу картинку. И так все детали без лишних отверстий. Ну, примерно вот так. Выделяем нижнюю защиту и переходим в режим редактирования. Кликаем на нижнюю линию, инструмент поворот и делаем линию более прямой. Также и с другой стороны. Теперь нам нужно скрепить две стороны. Выделяем обе стороны защиты. Кликаем Ctrl-J и теперь наши меши вместе. Нажимаем Tab и теперь выделяем два края. Нажимаем Ctrl-E, Bridge Edge Loops. Теперь также объединяем защиту с лезвием. Я еще немного пододвину лезвие. Примерно вот так. Выделяем два объекта и нажимаем Ctrl-J. Мы объединили нашу защиту с лезвием. И теперь в этой вкладке добавляем modifier Subdivision. Ставим 4. Затем применяем наш Subdivision. Теперь можем приступать к рукоятке. Растягиваем ее, чтобы она заходила по краям в наши объекты. Клавишами SX и GX мы выравниваем нашу рукоятку. Теперь мы можем поставить меч вертикально. Выделяем наши объекты и нажимаем RY-90. И выравниваем его примерно вот так. Выделяем рукоятку, переходим в режим редактирования. Выделяем стороны с помощью зажатых клавиш Shift-Alt, нажимаем E и так делаем с каждой стороны. Переходим в режим X-Ray и делаем то же самое с верхней и нижней частью. Теперь у нас есть заготовка под рукоятку. Скрываем все объекты, кроме рукоятки клавишей H. Добавляем modifier Subdivision. Ставим значение 3. Затем применяем. Хорошо. Теперь добавляем Mesh Plane. Делаем его поменьше клавиши S. Нажимаем RX90 и отодвигаем его немного правее клавиши GX. Нажимаем Tab и выбираем Vertex Select и удаляем две вершины. Добавляем modifier Screw, нажимаем Y, клавишами GZ выделяем эту вершину и опускаем ее ниже. Затем выходим из меню редактирования и клавиши S меняем размер и выравниваем по нашей рукоятке. Затем повышаем параметр Screw. Далее столько итераций, чтобы покрыть всю рукоятку. Опустим пониже наш объект. И затем добавляем modifier Sneak Warp. В строке Target жмем на пипетку и выбираем нашу рукоятку.
Теперь добавляем modifier Solidify. Меняем thickness, он отвечает за толщину нашей оплетки. Примерно вот так. Затем мы можем использовать параметр Offset, если наш объект залазит в текстуры. Далее мы заходим в меню редактирования и меняем положение этой вершины. G, Z и двигаем. Затем добавляем modifier Subdivision. Играем с параметром thickness, так как наша оплетка вошла в текстуру. Выделяем нашу оплетку. Нажимаем Shift-D и тянем вверх с зажатой клавишей Z. Включаем обратно наши слои. И применяем все модифайеры, которые мы ранее добавили. Apply. И так со следующей обвязкой. Хорошо. Наша моделька Sai готова. Осталось анимировать и текстурировать. Теперь выделяем все объекты нашей сцены. Двигаем меч в середину сцены с помощью клавиши G, Z. Создаем камеру, Shift-A, камера. Заходим во вкладку Item и ставим камере 90 градусов, 0 и 0. Теперь нажимаем сюда и выбираем разрешение 1500 на 1500. Хорошо. Двигаем камеру немного левее нашего Sai. И на соседней вкладке выбираем режим просмотра с камеры. Подгоняем нашу камеру, чтобы наш Sai влезал в сцену. Примерно вот так. Хорошо, приступим к анимации. Выделяем все объекты, кроме камеры, и поворачиваем примерно вот так. Так. Затем клавишу G ставим посередине наш Sai. Нажимаем Ctrl-A, All Transforms. Выделяем наше лезвие. Затем зажатым шифтом выделяем все остальные объекты. Наши две оплетки, сама рукоятка и, так скажем, держатель самой рукоятки. Выделяем и нажимаем Ctrl-P, Object. Хорошо. Давайте создадим ему простую анимацию. Нажимаем на наше лезвие. Нажмем на клавишу N. У нас вылазит окошко для изменения параметров нашего объекта. Не забудьте выбрать вкладку Item. Затем в параметре Rotation нажимаем клавишу I. Неважно, на какую ось вы нажмете, ключевой кадр будет на всех осях. Мы создали наш первый ключевой кадр. Тянем наш ползунок до конца таймлайна. И меняем значение Z на 360. И опять же нажимаем I, чтобы появился ключевой кадр. Как мы можем увидеть, наша анимация готова. В настройках рендера мы выбираем Cycles и GPU Compute. Затем переходим в меню Shader Editor. Нажимаем на наше лезвие. Нажимаем сюда и переходим во вкладку Object.
Создаем текстуру. Далее я хочу придать серебряную текстуру нашему лезвию и защите. Нам нужно применить текстуру. Ссылка на текстуру в описании. Открываем нашу папку с текстурами. Перетаскиваем в наш Shader Editor, Normal Map, Base Color, Roughness и Metallic. Закрываем нашу папку. И подключаем наши ноды. Roughness в Roughness, Base Color и так далее. Но, чтобы подключить адекватно наш Normal Map, нажимаем Shift и пишем Normal Map. Как удивительно. Подключаем Normal к Normal, Color к Color. Затем переходим на наш вид с камеры. Нажимаем вот сюда. Хорошо. Выключаем два этих параметра. И нажимаем Render Viewport. Вот так. Видим, что у нас не хватает освещения. Заходим во вкладку World. Зажимаем Shift-D на бэкграунде и перетаскиваем его наверх. Shift-A и пишем Mix Shader. Подключаем в него два бэкграунда. Создаем еще один нод под названием Light Pass. Подключаем его к Camera Array Fuck. Теперь нам нужно создать текстуру окружения. Пишем Match Texture и подсоединяем в Color. Создаем Mapping и подключаем вектор. И последний нод Texture Coordinate. И Generated Vector. Готово. Затем сюда мы загружаем наше окружение. Ссылку на него я оставлю в описании. Я просто беру и перетаскиваю его сюда. Подключаем его так же, как и делали это с iMatch Texture. Приближаем и смотрим на наш результат. Текстура легла некорректно. Давайте исправим это. Strand опускаем до нуля, чтобы наш фон стал черным. Разворачиваем еще одно окно. И тут выбираем UV Editor. Нажимаем на наше лезвие. Включаем эти два параметра обратно. Кликаем Tab. И ждем, пока все подгрузится. Переходим обратно в шейдинг. Нажимаем клавишу A. Потом U. Project from View. Выделяем нашу карту. Нажимаем S и увеличиваем примерно вот так. Ну вот так примерно. Вот так. Выходим из меню редактирования. Перешли обратно во Viewport. Смотрим на нашу текстуру. Закрываем наш UV Editor. Давайте немного снизим яркость. В бэкграунде верхнем примерно на 0.8. Хорошо. Нажимаем на нашу основу рукоятки и заходим обратно в Object. Нажимаем New. И играемся с настройками нашей текстуры. То же самое проделаем с ленточками. Все на ваш вкус и цвет.
Я решил, что не буду это вставлять и просто покажу вам, как я это сделал. Затем мы переходим к нашей второй части рукоятки. В текстурах выбираем тот же материал, который мы использовали для лезвия. Затем правой кнопки Shade Smooth. Вот и закончили с текстурой. Приступаем к настройке рендера. Переходим в настройки вывода. Уверяемся, что у нас стоит 1500 на 1500. Выбираем фреймрейт 60. Указываем путь вывода. Выбираем формат, в котором сохраним наше видео. Выбираем FFmpeg Video. Цветовой диапазон RGB. Открываем энкодинг и ставим контейнер QuickTime. Хорошо. Нажимаем Render и Render Animation.